Меня зовут Антон Пушной, а это моя мастерская классических американских автомобилей в Москве. Еще в конце 80-х годов отец привил мне к ним любовь. Автомобили — это моя страсть. Как и в любом деле, главное — это команда и любовь к процессу. Я объединил лучших специалистов, и каждый наш проект мы доводим до совершенства. Мы занимаемся полным циклом восстановления и кастомизации автомобилей. Крутые, эксклюзивные, дерзкие. В рамках мастерской мы собрали с нуля большое количество легендарных американских автомобилей. Chevrolet Chevelle 70-го года, Dodge Charger 69-го года и прочие легенды своего времени. Люди обращаются к нам не за тем, что им нужно, а за тем, о чем они мечтают. Ведь никогда не поздно иметь счастливое детство. Это Retro Legends Garage. Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Retro Legends Garage. Нас давненько не было в эфире, но мы не забыли, мы не забили. Мы просто с приходом зимы переместились в мастерскую, где каждый день снимали для вас интересный контент. Каждый день мы занимались реставрацией наших проектов. И мы не хотели выкладывать скучные короткие серии о том, как мы ставим какую-то одну деталь на автомобиль. Это никому не интересно. Мы старались наполнить контентом наши выпуски максимально. И сегодня мы выпускаем первую серию в этом году. И она будет посвящена реставрации Chevrolet Impala 67 года. В прошлом выпуске мы закончили на том, что у нас пришла из окраса рама и прилетели из Америки все запчасти. И сегодня мы начнем со сборки. Перед сборкой моста вымываем все после пескоструйной обработки, зачищаем посадочные места под сальники и прокладку редуктора. Теперь можно приступить к установке редуктора. Подбираем регулировочные шайбы для выставления зазора между ведомой и ведущей шестерней. Для проверки пятна контакта наносим специальную краску на шестерни. При переворачивании шестерни не видим смещения, но видим небольшую выработку, которая в пределах допуска. Все нормально. Приступаем дальше к сборке моста, запрессовываем сальник и устанавливаем мост обратно в раму. А теперь самое время установки новых дисковых тормозов.
Мы их будем устанавливать вместо старых штатных барабанных, которые особо не отличались хорошей эффективностью. Новые дисковые тормоза будут намного эффективнее работать и будут намного меньше весить, что тоже хорошо скажется на неподрессоренной массе и, соответственно, управляемости автомобиля. Этот комплект дисковых тормозов считается как болт-он комплект, то есть который подходит под родные крепления. Здесь идут специальные пластины переходные, которые устанавливаются в родные места для установки суппорта. Тормозной диск у нас устанавливается на штатную ступицу с новыми подшипниками, с новыми сальниками. Все смазываем, собираем и устанавливаем на ходовую. It's been a long night. Black skies glowing. We're losing light. Where am I going? Ну а теперь пришло время перейти к следующей фазе. Это двигатель и коробка передач. Это у нас обычный классический 327-й small блок от Chevrolet объемом 5,2 литра. Максимально простая комплектация, все стандартное, кроме клапанных крышек хромированных, которые не ставили на заводе. Он уже был, видимо, когда-то пересобран, поскольку краска на нем тоже не оригинально оранжевого цвета. Но, я думаю, лет 30 он в таком виде проездил точно. Поэтому мы его разбираем, чтобы полностью проверить и дефектовать. Look, talking like they know me, they don't know the half. I'm like Owen Hart, mixed inside a Noah's Ark. I had battles in the dark, why you so alarmed? See the battles and the scars, had to go to class. Tamagotchi in my pocket, why you holding off? Cause the oldest got the rocket that can mow a lawn. But I'm chilling in the field, didn't go to farm. Daddy told me keep it real, let's show no regard. Those who didn't wanna build, try to throw a dart. When you got the shield with you, you gon' hold it hard. I'm a sower, he the grower, you can't throw apart. Everything that he touches, we is holy art. Whoa, talking like they know me, they don't know the half. No, they ain't see my mama had a load of cargo. All we saw was drama, she ain't let her arm close. Everybody eats, no stones. I don't play, I got woes, I got God, I got hope, I got Soph in my home, I got G, that's my bro, OB on the beat, he got heat on the stove. If they keep playing with us, they gon' reap what they sow. Whoa, yeah, buddy, we gon' keep talking cold, and I hang with a few, cause the most do the most. Wine bottles on the table, get the chairs and a toast, cause we didn't save ourselves, it was God as our boast. Look, no delay, I made a note today. Know the race, nobody owe you grace. God did it, that be my only space. Look, all in it, my brother throw the bait. Я снял все навесное с двигателя, отсоединена коробка. У нас демонтированы выпускные коллектора, помпа, генератор, насос ГУРа. Все, что можно было, весь крепеж. Здесь на двигателе пока остались клапанные крышки, впускной коллектор. Но они остаются, чтобы нам не набросать туда лишней грязи, поскольку сейчас нужно будет взять жесткую щетку и счистить с двигателя весь закоксовавшийся налет. Тут и масло, и грязь, и все. Это мы счищаем, потом все замываем, зашкуриваем и готовим двигатель к окрасу. Потом, естественно, мы снимем клапанные крышки с коллектором, все еще раз замоем, поставим новые прокладки и начнем сборку двигателя. Вся навесная часть, которая лежит сейчас передо мной, она отправляется в чистку. Мы, как обычно, все это отправляем в песок и какие-то элементы окрасим в порошковую эмаль, а какие-то уже после того, как соберется двигатель целиком. Wine bottles on the table, get the chairs and the toast. Cause we didn't save ourselves, it was God as our boast. What?
Для замены заднего сальника извлекаем коленвал. Видим, что на крышках коренных подшипников есть небольшой нагар, мы его счищаем. Также видно, что вкладыши в отличном состоянии и на внутренних стенках цилиндра нет выработки. Все детали вернулись с пескоструйной обработки. Крепежный элемент чистим. Меняем передний сальник коленвала и собираем мотор на новых прокладках. Теперь закрываем все отверстия и подготавливаем блок к покраске. Красить будем специальной термостойкой краской в оранжевый цвет, который был с завода. Теперь устанавливаем новый впускной коллектор и отполированные клапаны крышки. Вот мы и собрали, наконец, двигатель. Выглядит он потрясающе, он невероятно крутой, как новый, как с картинки в классном глянцевом журнале. Но, чтобы сохранить его в потрясающем виде, вот в таком, как мы его сейчас видим, нам его нужно покрыть защитным составом. И для этого мы используем крутой индустриальный состав от Kavachi бренда Nano Shine, чтобы все это покрыть мощным слоем прочной керамики, от которой грязь будет отлетать на ура. Пошли, нанесем. Для того, чтобы правильно нанести состав, мы предварительно подготавливаем поверхность. Изначально мы убираем все масла, пыли, загрязнения, а затем очень тщательно обезжириваем поверхность для того, чтобы дать правильную адгезию и состав закрепился на поверхности данного мотора. Состав мы будем наносить методом напыления, используя мини-джет, для того, чтобы нанести равномерный слой и добраться до труднодоступных мест. Мы нанесли мощный керамический слой, порядка 30 микрон. Мотор теперь находится в керамическом чехле. Завершающим этапом это является сушка инфракрасными лампами в течение 1,5-2 часов для того, чтобы состав стал единым целым с поверхностью мотора. После разбора автомобиля все крепежные элементы отправляются на дефектовку. Если резьбы не слизаны и головки не сбиты, мы чистим крепеж методом Aquablast, а затем цинкуем. Это предотвращает коррозию и дает старым оригинальным деталям новую жизнь. Топливные магистрали и тормозные магистрали, если в хорошем состоянии после инспектирования, просто чистятся и возвращаются на свои места. Коробка передач была продиагностирована нами еще до начала реставрации. Она работала исправно, переключались все 3 скорости, поэтому мы просто ее отмываем, очищаем, меняем фильтр, переуплотняем и окрашиваем. Также мы очищаем и окрашиваем все навесное оборудование двигателя, после чего устанавливаем элементы обратно.
Естественно, следующим этапом после восстановления рамы, ходовой и двигателя это работы с кузовом. И сейчас мы разберем переднюю часть, чтобы облегчить доступ к моторному щиту, который тоже нам придется очистить и покрасить. В некоторых местах резьба покрылась поверхностной ржавчиной, поэтому мы с удовольствием используем жидкий ключ, который помогает нам и упрощает разборку узлов. Разобрав переднюю часть автомобиля, мы еще раз убедились, что машина в отличном состоянии. Все болты оригинальные, а кузов в скрытых полостях в отличном состоянии. Теперь нам нужно перейти к разбору остальной части кузова, поскольку к покраске он должен быть полностью весь в металле. Не должно остаться ни одного элемента. Y'all think too small, I got big dreams. You just starting, I'm way ahead at the end scenes. Started reading and dodging all of the quick schemes. Money like your Spotify, boy, I got 10 streams. And I'm still looking for more. My people, they got a soar, I'm putting that on the Lord. Ain't accepting, ignore, just kicking down all the doors. Guarantee you, boy, if I ask for it, it's gotta be real big. I gotta make it just for my kids and for their kids, it's kids. That's wealth, years and years. Promise my brother soon as he out and finish this bid, we finna do it bigger than anybody ever did. The odds is real big, jobs that's real big. Satan trying a little, my God is real big. Stayed up on the grind on the cars is real big. I gotta do it big, the only way that I can live. And I promise I'm trying to. Before you count me out, homie, let me remind you. They was blocking the shine, now I think it's my time to. Counting them dollar signs like lights, they'll blind you. Let me rewind to back when I was broke and I couldn't acquire 2 cents. And now I got 2 rents. They was sleeping on me, homie, must have got too big. Call my phone, I be like, who this? Damn right, hell yeah, I'm brand new. Smell like can too. I'm fresh forever like can. Все элементы, которые мы снимаем с автомобиля, мы, естественно, сортируем, подписываем и пакуем, чтобы потом на сборке мы не ломали голову, какой элемент откуда и что, как собирать. Gotta do it big, that's the only way to live. Come on, yeah, come on. Мы полностью разобрали, разкомплектовали кузов автомобиля. Как видите, он стал в 2 раза меньше.
Весь салон снят, все бережно упаковано. И сейчас мы берем кузов и перевозим его в малярный цех. Там его нужно зачистить, очистить от каких-то небольших элементов ржавчины, которые остались. Ну, все-таки машина 67-го года, и я считаю, что кузов сейчас в потрясающем состоянии. Таких машин в хорошем состоянии, без ремонта и восстановления я еще не встречал. Поэтому нам нужно будет сделать по минимуму. Нам нужно будет снять все до металла, убрать в стыках и где-то в скрытых полостях небольшую ржавчину, и затем все загрунтовать и покрасить автомобиль. А в какой цвет, вы узнаете чуть позже. Кузов находится в финальной стадии подготовки к окрасу. Мы провели комплекс жестяных работ, очистили от старой краски, убрали все вмятины. Напомню, на заднем крыле снизу был глубокий порез. Скорее всего, машина куда-то поворачивала и не заметили предмет, камень, бордюр, трубу. Была глубокая вмятина, мы ее вытянули и зашпаклевали. Также у нас крыша теперь будет окрашена, не будет винилового топа. Здесь был молдинг, отверстие, под которое мы заварили, все тоже зачистили, выровняли и выставили все зазоры, поскольку в 1967 году производителям допускались огрехи и все плоскости стояли вот сикость-накость. То есть мы не работали с зазором по ширине между дверью и кузовом, но плоскость, вот эти вот параметры, мы все вывели в идеал. Следующий этап — это грунтовка и последующий окрас в камере. Естественно, работа бы не протекала так гладко, если бы мы не работали на премиальных компонентах от наших партнеров Glasurit. Цвет уже подобран, мы выбрали его из оригинального каталога Chevrolet 67 года, и теперь можем переходить к окрасу кузова. Да, друзья, мы выбрали черный цвет. Прежде всего, это желание заказчика, ведь он захотел увидеть в своем автомобиле копию того самого из сериала «Сверхъестественное». Двери, капот, багажник, крылья уже окрашены и ждут установки. Это потрясающий глубокий черный солид цвет из каталога 67 года Chevrolet. Он невероятно засияет после полировки и установки хромированных элементов.
Но на этом нам с вами придется попрощаться, поскольку серия и так вышла насыщенная, длинная, и мы хотели показать максимально детально процесс. В следующей серии мы соберем этот проект и выйдем на нем на тест-драйв. Поэтому, если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь, поставьте колокольчик, лайк и напишите в комментариях, как вам такой формат. Увидимся на канале Retro Legends Garage. Пока!